Беркут Спец 2М, именно так величают этот очень симпатичный компрессор в таком вот ретро-оформлении. Один из приколов устройства в том, что оно существует в такой вот жестяной банке. Доставать компрессор отсюда не надо. Все очень компактно и аккуратно. Извлекли шнуры, потом, когда все закончено, сложили их обратно, и у вас снова убранный в коробке компрессор. Все хорошо. Это удобно, я это знаю, потому что у меня в машине ровно такой же. Но главный плюс в другом. Здесь есть небольшой дисплей, но дисплеем кого сегодня удивишь? Однако, прикол в том, что вы единожды выставляете то давление, до которого надо накачивать колесо в вашей машине, и компрессор это давление помнит. Потом вы просто включаете его в прикуриватель, нажимаете кнопку «Качать», эта штука накачивает ровно столько, сколько нужно, и автоматически выключается. Думать вообще ни о чем не надо даже помнить, какое давление должно быть у вас в колесах. Он это запомнит. На практике все очень просто. В этом колесе давление 1,7. Мы видим его на экране. И здесь же на экране видим, так сказать, целевое давление 2,2 атмосферы. Нужно сделать всего 3 действия. Во-первых, включить устройство в прикуриватель, во-вторых, присоединить шланг к колесу и, в-третьих, нажать вот эту кнопку. Дальше все произойдет само собой. В этом смысле компрессор исключительно удобный, ну и это еще и прекрасный подарок людям, ну, например, увлекающимся ретро-автомобилями. Здравствуйте, товарищи! Это рубрика «Чудо техники», и сегодня у меня день и великой радости, и великой печали. Вкратце поясню. Радость связана с тем, что проект, про который я вам буду рассказывать, появился-таки на свет. Я его застал на самом-самом-самом раннем этапе, который вы, возможно, помните, кстати говоря. И, честно говоря, его будущее вызывало у меня тогда определенные сомнения. Но нет, все случилось. Что касается печали. Дело в том, что я недавно перенес достаточно серьезную операцию, и пока что врачи не велят мне садиться за руль, потому что вот вращательные движения тем самым рулем, они мне, ну, как бы пока мест противопоказаны. Я честно скажу, последние несколько недель я совершенно не переживал из-за отсутствия вращательных движений в моей жизни. Можно как-то и без них обойтись некоторое время. Но сегодня исключение. Дело в том, что машина, про который мы будем говорить сегодня, лишена даже намека на гидроусилитель, руль вращать тяжело, и мне действительно нельзя садиться за руль, к великому моему сожалению. Эту галку в биографию я себе не поставлю. Ну а теперь пойдемте на детальки поглядим. А началось все, ребятушки, вот с этого мотора. Где-то, что ли, год назад я был в гостях у Евгения, известного тульского мастера. Он показал мне этот мотор и говорит, мол, я хочу построить на его базе Hot Rod. Понимаете, в чем дело? Огромное количество проектов Hot Rod так и не были доведены до конца. То есть люди, когда берутся за этот проект, им кажется, что все достаточно легко, но огромное количество временных затрат, огромное количество усилий, которые надо приложить, изрядное количество денег, которые внезапно надо потратить, многих останавливают. И, честно говоря, я не был уверен, что он проект вообще реализует. Но проходит какое-то время, и мне в интернете кидают ссылку. Я вижу вот эту красоту и понимаю, что оно свершилось. Он действительно сделал Hot Rod. Больше того, когда я сюда ехал, я плохо представлял, что это такое за машина. И мне, честно говоря, было в некотором смысле интересно, потому что все-таки Hot Rod классический – это автомобиль, построенный из, скажем так, запчастей. То есть берется некая стандартная рама, сильно перепиленная, но автомобильная кабина, устанавливается двигатель, и вот вам Hot Rod. Вот эта штука на самом деле должна называться кастом, потому что в ней, ну, практически нет заводских деталей. Да, для двигателя мы делаем исключение, но все остальное Евгений сделал самостоятельно. Двигатель так и остался на своем месте, то есть и началась постройка автомобиля вокруг этого двигателя. Начал с рамы, и постепенно к этой раме прибавлялись разные детали. Рама из листового металла, толщина 3, вырезалась из листа чисто на глаз, выгибалась все на глаз, приблизительно сравнивались правая и левая сторона, сваривалась, внутри вываривались косынки, усиливалась. То есть довольно-таки такая тяжелая рама получилась. И мощная. Да, все тяги, рычаги самодельные, но это уже по месту делалось. То есть их размеры, внешний вид, это, ну, можно сказать, импровизация. Да, в принципе, ничего сложного, только единственное, что очень много сварки. Это обычные механизмы, где присутствуют там шестерни, редуктора. Естественно, я это не могу сделать, поэтому от разных отечественных автомобилей задний мост, рулевой редуктор, ну и похожие такие детали. Двигатель 157 ЗИЛ, 110 лошадей. Приходилось ворочать его одному в гараже.
то направо, то налево переворачивает. Все-таки самое главное в хот-роде — это такая, знаете, подчеркнутая, утрированная мощь конструкции. Получить этот эффект, используя заводские детали, не так-то уж и просто. Вот чтобы рама выглядела так, как она должна выглядеть, Евгению пришлось сделать ее собственными руками в гараже из листового металла. Вот буквально с нуля. И это не модифицированная рама, это абсолютно с чистого листа написанная история. Причем, когда мы на нее смотрим снаружи, даже не понимаем, насколько сложной была эта работа. Потому что, по его словам, внутри этой рамы на самом деле еще одна рама. Количество сварочных работ, которые ему пришлось проделать, оно просто колоссально. Но, тем не менее, выглядит действительно круто. Что касается мотора, то это рядная шестерка советского грузовика. Я не буду останавливаться на ТХ подробно. На детальках лучше остановлюсь. Вот, скажем, проводочка. Те, кто помнят мотоцикл Евгения, наверняка ее узнали. И я ему говорю: Шомол, это такой, как бы, почерк художника, уже такое классическое для тебя решение. А он говорит: ну да, у меня просто от мотоцикла остались вот эти изоляторы и провода, поэтому их сюда и поставил. И как бы так на самом деле примерно во всем. Обаяние работ Евгения в колоссальном количестве деталей. На самом деле все его работы — это одна большая деталь, как бы, к которой нужно тщательно присматриваться. Посмотрите на балку, она же тоже сделана руками, тоже сварена, это не какой-то заводской элемент, это кастомайзинг в чистом виде. И вот эти стимпанковские элементы, все это очень круто выглядит. И опять же детальки, потому что фара у нас тут с вами. Если мы закрываем эту крышку, получаем габаритный свет. А если поднимаем, то, соответственно, свет ближний. К слову сказать, это единственная фара в машине. С другой стороны, фара отсутствует. Задний мост у нас жигулевский. Ну как жигулевский? Там внутри шестеренки от жигулевского моста все, что вы видите при внешнем осмотре, сделано опять же вручную. И снова колоссальное количество всяких потрясающих деталюшек. Потому что, во-первых, подвеска у нас регулируемая. Я не уверен, что с смартфона можно менять дорожный просвет, но тем не менее в целом можно, так сказать, подправить, можно сделать машинку чуть повыше. Датчик уровня топлива, потому что без него тоже никуда, разумеется. Он выглядит вот таким вот образом. То есть мы подходим к баку, вытаскиваем пробку и убеждаемся, что немного бензина у нас еще есть. Ну все сделано довольно примитивно. Уровень топлива, чтобы смотреть, сколько топлива осталось в баке. Ну, кабина обычный листовой металл, тоже вырезалось все по линейке на глаз. Ну, постепенно сваривались детали одна за другой, и получилась кабина. Ну, это обычные стекла, это не автомобильные стекла. Просто затемненные, просто захотел под цвет автомобиля. Задняя светотехника у нас от какого-то грузовика, от какого именно даже Евгений не помнит. А вот что касается кабины, опять же, полностью кастомная конструкция, сделанная вручную. Понимаете, в чем здесь прелесть и обаяние? Кабина хороша, как будто фордовская, сильно чопнутая, все по классике жанра. Но посмотрите на деталюшки, посмотрите на вот эти решетки, которыми забраны оконца, посмотрите на эти ручки, посмотрите на защелки. Обаяние в каждой детальке. И вот в этом действительно секрет успеха. И, кстати говоря, педальный узел — еще один пример подхода, потому что Евгений говорит: я и хотел, чтобы ничего не было заводского в машине. Вот насколько можно от этого избавиться, буду избавляться. И поэтому педальный узел и все механизмы, которые к нему подходят, все было изготовлено ручками. Салон у нас с вами тоже дико обаятельный. Обнаруживаем здесь розетку, как в деревенской избушке, и выключатель примерно из той же эпохи. Это ручной стартер, это, соответственно, переключатель скоростей, ну и руль такой деревянненький. Кресел в привычном смысле слова тут нет, есть два металлических элемента, один, так сказать, под пятой точкой, на второй облокачиваемся спиной. Кстати говоря, Евгений сказал, что кресла появились раньше, чем кабина, то есть на этих штуках вот он сидел и как-то по себе вымерял, где должен находиться потолок. То есть, с одной стороны, он хотел сделать машину настолько низкую, насколько возможно, но с другой стороны, все-таки такую, чтобы он сам в ней помещался. Ну, вроде помещается. Я внутрь даже не стал забираться, потому что сложновато мне пока, но скажу я вам, что эргономика там абсолютно нечеловеческая. Если у вас есть вопрос, удобно ли в нем ездить, нет, неудобно. Но, с другой стороны, в этом вся суть хот-родинга. Ты должен немножечко страдать, чтобы все правильно прочувствовать. Эффект ржавчины, как у тебя он происходил? Это обычный естественный процесс, вода. Просто поливать водой каждый день. Уходя из гаража, поливал на ночь. Утром приходил, она сухая уже. Потом под вечер опять. Обрадовался, что все пропорционально получилось. А так в гараже, конечно, естественно, ты ничего не увидишь. То есть это как бы наобум получается.
То есть ты весной просто выгоняешь и смотришь, что у тебя получилось. Бывают такие моменты, когда тебе хочется все бросить, но приходится себя заставлять доделывать до конца. Грубый автомобиль — это же грузовой ЗИЛ, конечно. И считаю, у тебя коробка передач, она перед глазами, вот рядом, она шумит, стучится, как в грузовике. Похоже на Формулу-1 из стекла. Первая будет, вторая, ну, она как первая. Ясно. А вторая, соответственно, ну вряд ли. Нет, там... да, до третьей не получится. Не, ну понятное дело, хотя бы попробовать. Так, значит, как? Она сейчас на нейтралке, да, стоит? Да, нейтралка. Так. А стеклоподъемники электрические? Да. Так, значит, как тут правильно делать? Вот это? Включаем зажигание. Так, да, я включил. Ага, вот. Ну, ничего, если освоится, то я думаю, что Да не, освоиться будет нормально. куда-нибудь до Узбекистана можно доехать. Когда я снимаю видосы про хот-роды, то частенько в речи моей звучат такие, знаете, извиняющиеся нотки. Мол, да, машина чуть-чуть не по фэншую, но вы же понимаете, культура только зарождается, когда-нибудь все станет как положено. В данном случае нет, нет и нет, потому что это действительно очень-очень круто. Вот это один из лучших хот-родов, которые я видел в России, ну и, наверное, один из лучших, которые я видел в жизни. Да, мы помним, что это не хот-род, а кастом, так вот если уж совсем по фэншую, но тем не менее, это действительно очень крутая штука. Евгений красавчик. К слову сказать, машина продается, сейчас она висит на Авито. И если не забуду, я даже ссылку на то самое объявление повешу в описании. И если кто-нибудь напишет, что это реклама, да, если хотите, это реклама. Пусть эта машина найдет себе нового владельца, чтобы у Евгения появилась возможность заняться следующим проектом. Вот такой вот финал сегодня будет. У меня все. С вас лайки, дизлайки и, конечно же, комментарии экспертов.